Верхний сад после ремонта. Лейки. Все пострижено, ухожено. И вот сейчас прям типичный французский парк. Прекрасная травка, работающие фонтанчики, деревья одного уровня, галереи. Очень уютненько. Верхний сад, центральный фонтан с Нептуном, аллейки. С открытием верхнего парка весь комплекс провел как бы законченность. Он очень долго стоял тут в заборах. Ну, реально такое вступление в весь ансамбль с фонтанами, аллеи справа и слева, проходы. Дворец. Хочется верить, что он будет сохранен в таком же состоянии, как он сейчас. Где-то чуть больше месяца прошло с открытия. Ну, клево. Других слов нет. Просто чудно. Фонтан с рыбками. И еще справа слева тоже. Не помню, сколько он стоял закрытым, но не 1 год и не 5 точно. Мы в нем были, если не ошибаюсь, лет 10 назад. Состояние забора было ужасным. Фонтаны были грязные. Сейчас все очень даже неплохо.
Верхушка этого фонтана крутится, солнышко, как напором воды, медленно поворачивается вокруг своей оси. Это видно. Мама, запрыгай в песок. Вика, аккуратно, не хочу. Много народу. Здесь восточный вольер. Сюда можно войти за билетиком 300 рублей и посмотреть на лебедя. Лебедь-шипун. Нижний парк не перестает удивлять. Я помню, вот эти кустики со стороны дороги были в человеческий рост. Их подстригли, их выровняли. Вот здесь туя такая вот в виде пирамидки. Очень красиво все рассадили. Да, забыл упомянуть тем, кто не в курсе. Билет входной тоже подорожал. Теперь войти в Нижний парк Петергофа стоит 750 рублей. 750 рублей без скидок. А для иностранных граждан 1500. Спрашивают паспорт, когда покупаешь билеты. Вот ходят тут тетеньки, которые за этим всем следят. Пропалывают, чистят, поливают. Еще один фонтан. Вот эти деревья говорят с времен основания парка. Поверим. Знаменитый фонтан Яблоня-Шутиха. Сколько связано с ним у всех ленинградцев, петербуржцев. Я помню, бегал здесь. Вот эти фонтанчики, включающиеся. Ну, понятно, на скамейке никто не садится. Вот там в кустах дядечка. Он смотрит и издевается над бедными людьми. Второй грибок, который в другой стороне остался, там просто вода постоянно течет, там надо быстро пробегать. А здесь вот сидит человечек, который это регулирует. И в этом весь кайф. Вот он тюх-тюх на кнопочки нажимает. Ну, как же без этого? Чем же детей занять в парке? Вот взрослый решился. Ай-яй-яй-яй, бедненький. Ну, в наше время было больше смелых. Здесь народ больше на других смотрит. А, побежали. А их не польют. Вы уже все сухие. Вот так вам. Самая восточная часть парка. Дворец Марли с большим прудом. Наверху доделали пешеходную аллейку. Там люди ходят. Вот там Золотой каскад. Центральная аллея. Распогодилась. Дождика уже не намечается. Здесь за последние годы много сделали. Мы были здесь лет 10 назад, деревья еще были маленькими. Сейчас все большое. Золотой каскад. Отсюда не видно воды, здесь не очень сильная струя. Рядом фонтаны. Дворец Марли с прудом большим перед ними. Вот там центральная аллея. Здесь дикий яблоневый сад, все деревья подстрижены красиво, пихточки все треугольные. Ездят вот такие вот экскурсионные машинки по всему парку. Ну, пахнет Европой.
новая, ну, по крайней мере для меня новая, я думаю, что и для многих новая часть парка, благоустроенная. Мы здесь были, повторю, несколько лет назад. Эти тропиночки, дорожечки только-только открывались. Сейчас растения подросли. Прям стало симпатично. Дворец Марлин у нас остался позади. И здесь вот уже залив рядом. Вот такой морской мальчик. Ну, явный мальчик. Вместо одного хвоста, как у русалочек, у него вместо двух ног хвостики. Фонтан, почувствуйте нашу мощь. Огромная струя поднимается в небо. И вот там золотой каскад. И название сей красоты — Львиный каскад. Каскад, то есть не спадающий, разноуровневый. Ну, а львиный понятно почему. Вот стоят там львы справа и слева. Стиль очень напоминает европейский, Версаль приблизительно похожего плана фонтаны. Это нестандартный, нетрадиционный фонтан для тех, которые делали в Петербурге. В целом красиво.